Брук была красивой молодой девушкой, выросшей в счастливой и любящей семье. Однажды отец подарил ей необычный подарок маленького птенца-ворона. Воспитывая его, Брук научится ответственности и тому, как заботиться о чем-то. К сожалению, однажды она скоропостижно скончалась по неизвестным причинам. Во время ее похорон ворон сел на ее гроб, и именно тогда произошло нечто невероятное и чудесное. Брук было всего 6 лет, но она была сильной, красивой и независимой. Она любила проводить время в саду, рассматривая растения и насекомых, которые на них играли. Она бегала, прыгала и играла среди деревьев, взбиралась на них, царапала колени и рвала на себе одежду. Все это не имело для нее значения, пока ей было весело. Ей также нравилось наблюдать, как рыбы плавают в ручьях, а птицы летают над головой. Живя в маленькой деревушке в Корнуолле в Великобритании, жизнь была медленной и тихой. Мать Брук оставалась дома, чтобы присматривать за домом и своим ребенком, а ее отец был моряком, который часто проводил недели или, может быть, даже месяцы в море. Брук будет очень скучать по нему, когда он уйдет, но она всегда будет рада, когда он, наконец, вернется. Она не только проводила некоторое время со своим отцом, но и любила странные и чудесные подарки, которые он ей приносил. За последние несколько лет он привез ей ракушки с Карибского пляжа, экзотические скульптуры из какой-то далекой ближневосточной страны, а также книги и игрушки со всей Европы и Америки. Она любила все свои подарки и любила хвастаться ими перед друзьями, почуя их историями о том, как ее отец плавал по морям и путешествовал по миру. Брук с нетерпением ждала у садовой калитки, ожидая, когда ее отец пойдет по улице. На этот раз он отсутствовал 2 месяца и в любой момент должен был вернуться домой. Вдруг она увидела, что он медленно идет по улице. Брук вскрикнула от радости и побежала к нему, бросившись в его объятия. Она крепко обняла его и крепко поцеловала в щеку. Но кое-что она заметила. Подарка не было. Обычно он сразу же протягивал ей какую-нибудь вещь в подарочной упаковке, но ее не было видно. Именно тогда он опустился на колени и вложил что-то ей в руку. Она слегка подпрыгнула, почувствовав, как он дернулся в ее ладони, и посмотрела вниз, чтобы увидеть крошечного птенца. Отец сказал ей, что это была маленькая ворона, не старше недели или 2. Он попросил ее защищать и ухаживать за ним, как за настоящим человеческим ребенком. Брук была смущена, но ее лицо просветлело, когда она поняла, какая большая ответственность лежит на ее плечах. В течение следующих нескольких недель Брук проводила все свое время с вороном. Она кормила его, давала ему пить и даже научила нескольким трюкам. Вороны — очень умные птицы, и вороны быстро поняли, чему их пыталась научить маленькая девочка. Птенец тоже начал расти и за несколько недель научился летать. Брук выносила его на улицу и с обожанием смотрела, как он бродит по небу. Он мог легко улететь и никогда не вернуться, но он всегда находил дорогу обратно к Брук. Было видно, что между девушкой и птицей была довольно сильная связь. Но однажды случилась трагедия. Находясь в саду, лежа под большим деревом, Брук внезапно перестала дышать и схватилась за горло. Ворон начал громко кричать, и через несколько минут родители Брук подошли к окну, чтобы посмотреть, из-за чего вся эта суета. Увидев, что их дочь корчится на земле, они выбежали на улицу и схватили ее. Не обращая внимания на ворона, они затолкали бедную девочку в машину и повезли в ближайшую больницу. Ворон сидел на дереве и смотрел, как машина исчезает на улице, прежде чем влететь через открытое окно и усесться на кровать Брук. Прибыв в больницу, врачи быстро начали проверять легкие Брук. У такой молодой и здоровой девушки не должно быть никаких проблем с дыханием, поэтому было важно, чтобы они сделали сканирование ее легких, чтобы убедиться, что нет никаких проблем, и выяснить, в чем проблема. Также было важно снова начать дышать, так как недостаток кислорода мог нанести серьезный и непоправимый ущерб. Все это время ее родители наблюдали за происходящим со слезами на глазах. Несмотря на все усилия доктора, к сожалению,
Брук была объявлена мертвой. Когда они объявили время смерти, за окном больничной палаты был ворон. Он продолжал клевать стаканы и громко кричать, но персонал продолжал отгонять его. В больнице не место для такой птицы. Его нельзя было впустить, даже если это было домашнее животное. Когда обезумевшие родители Брук ехали домой, ворон тоже клюнул их машину, снова издав много шума. Слишком пораженные горем, они проигнорировали его. Как только они вернулись домой и начали готовиться к похоронам, ворон продолжал пытаться привлечь их внимание. Но у них не было на это времени. Вскоре наступил день похорон Брук. Ее родители, семья и друзья плакали, оплакивая маленькую девочку, неподвижно лежащую в своем маленьком гробу. Крышка была открыта, чтобы люди могли попрощаться. В гробу она выглядела такой хрупкой и невинной, словно была какой-то драгоценной фарфоровой куклой. Никто не мог поверить, что она ушла, и горе в комнате было осязаемым. Многие люди плакали, проходя мимо Брук, гладили ее лицо и целовали в щеку. Но на похоронах был один человек, которого многие не ожидали увидеть. Ворон сидел на соседнем дереве и наблюдал за происходящим. Время от времени он подлетал и кружил над собравшимися, издавая громкий каркающий звук. Родители Брук затаили дыхание, когда он, наконец, спикировал вниз и взгромоздился на гроб, с любопытством глядя на тело своего друга. Вдруг птица начала издавать странный, жужжащий, воркующий звук, как будто задавая вопрос. Он прыгал взад и вперед от крышки к краю гроба, а затем обратно. Через несколько минут птица начала клевать тело Брук, как будто пыталась разбудить ее. Ее родители были тронуты, увидев такое зрелище, и хотя они понимали, что ворон, должно быть, чувствовал свою собственную форму горя, они знали, что он не может оставаться там, клевая девочку. Они пытались кричать на него, но он не сдвинулся с места и даже начал клевать ее в рот. Такое поведение выглядело позорным для семьи, но скрывало тайный мотив, который все собирались обнаружить. Подойдя к открытому гробу, отец всплеснул руками, чтобы отпугнуть птицу. Он хлопал крыльями и визжал, но неохотно взлетел и подлетел к ближайшему дереву, пристально глядя вниз. Все взгляды следили за вороном, когда он совершал короткий путь, но, когда все сосредоточились на гробе, они замерли. Брук сидела. На коленях у нее лежало яйцо размером с грецкий орех. Оно застряло у нее в горле после падения с дерева, под которым она лежала в саду. Когда ее срочно доставили в больницу, врачи предположили, что проблема связана с легкими, поэтому они проверили ее только с помощью рентгеновского снимка грудной клетки, который ничего не показал. Чего они не проверили, так это горло Брук. Недостаток кислорода отправил ее в кому, и она была ошибочно объявлена мертвой, несмотря на то, что все еще могла делать медленные и поверхностные вдохи. Брук посмотрела на мать и отца, которые бросились на нее, обнимая и целуя. Их дочь была жива. Потрясенные, они поняли, что ворон знал об этом с самого начала. Он много раз пытался передать это сообщение родителям Брук, но они не понимали, и птица, клюющая лицо и рот Брук, была его способом устранить саму блокировку. К счастью, у птицы было достаточно времени, чтобы спасти жизнь Брук. Что вы думаете об этой невероятной истории? Как бы вы отреагировали, если бы оказались на похоронах Брук и стали свидетелем чего-то настолько захватывающего? Как всегда, мы будем рады услышать от вас, поэтому не забудьте оставить свои мысли и мнения в разделе комментариев ниже.